боишься, да? Я боюсь. Я боюсь нечего. Все, я тебя выключил. Да. Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодняшний выпуск будет посвящен обновленному электрическому кафе-рейсеру. Посмотрим с вами, на что он способен, что из себя представляет, сколько лишних запчастей из него выкинули, сколько он весит и как ездит. Поменьше моего лица в кадре и побольше техники. Погнали! Для того, чтобы максимально сохранить стиль и философию мотоцикла кафе-рейсер, за основу была взята старая модель 1980 года Honda 125cc. В процессе множества изменений и доработок различных узлов электробайк начал обретать свои финальные черты в 2018 году. Изначально компания Denzel планировала его как одноместный, однако в 2023 году в обновленной версии добавили место и подножки для пассажира, а также крепление, на которое можно установить две кофры. Основные плюсы электробайков – это вес и экономичность. Огромное количество узлов и агрегатов стало ненужным, и в результате вес байка, в зависимости от комплектации, от 90 до 115 кг. Каркас рама из стали, а вся остальная оснастка из карбона. Максимальная грузоподъемность до 160 кг. Изначально была идея со съемной батареей, но потом от нее отказались в пользу дизайна. Батарейный отсек весьма внушительный. В зависимости от размера и химии ячеек, в этот отсек можно собрать батарею от 50 до 80 Ах. Приблизительный пробег на скорости 40-50 км в час от 90 до 180 км соответственно. Заводская батарея емкостью 50 Ах с рабочим напряжением 72 вольта собирается из призматиков компании Cattle. Li N7 – это химия и форма сейчас очень популярна на рынке. Заявленное количество циклов батареи 3000. Получается, что при ежедневном использовании этого байка вам хватит на 7-8 лет. Плотность этих батарей выше, чем у привычных литий-железофосфат на 25%, а низкотемпературный разряд, наоборот, ниже на 15%. На кафе-рейсер установлен новый мощный асинхронный двигатель без магнитов DA95S производства Denzel. Номинальное значение 5 кВт, пиковое значение до 15 кВт. Для того, чтобы мотоцикл подходил под категорию М, на двигателе по запросу можно маркировать 3 кВт. На валу максимальный крутящий момент 106 Нм. Какой момент на колесе зависит уже от размера звезды. Крейсерская скорость до 110 км в час, однако вся электрика имеет такой запас мощности, что максимальную скорость можно настроить и выше, но придется пожертвовать более активной разрядкой батареи. Максимальное количество оборотов в минуту до 7000, пиковый ток до 350 А, максимальный рекордный КПД 95%. Отдельно стоит отметить, что обмотка на этом двигателе комбинированная, и в отличие от магнитных моторов, он не имеет залипаний, а накат, как у обычного велосипеда. В 2022 году компания Denzel разработала свой новый контроллер Deco 275 с потрясающими возможностями. Расшифровывается название просто. D – это Denzel, и Co – это контроллер. Отдельно стоит отметить, что они впервые применили все эти функции на синхронном двигателе. А функций у него действительно очень много, и абсолютно все они настраиваются. Перечислим несколько из них: спортивные и экономичные режимы, EBS и рекуперация, аналоговый электронный тормоз, реверсивное движение, круиз-контроль, антиоткат, чтобы не держать тормоз на подъеме, и многое-многое другое. Максимальный фазный ток 275 А, максимальный батарейный ток 220 А, максимальное напряжение 90 вольт. Размеры 192 на 124 на 73 мм. При таких характеристиках большинство контроллеров имеют гораздо более внушительные размеры и вес. Если не рассматривать контроллеры Nuclear, Syntec или Riontronic, у которых цена на порядок выше и огромные очереди ожидания, то Deco будет идеальным решением. Кнопка Start-Stop, отдельный дисплей, на который можно вывести температуру контроллера или мотора, основной дисплей со спидометром, вольтметром, уровнем заряда и одометром. Слева сигнал, блок управления светом и поворотниками. Справа блок управления скоростными режимами и круиз-контроль.
Отдельно выведена кнопка реверса. Как видите, минимальное количество индикаторов, датчиков, кнопок и переключателей по сравнению с классическими бензиновыми мотоциклами. А самое главное, это, конечно, отсутствие огромного количества узлов, агрегатов, патрубков, шума и выхлопов. Прокатимся немного. Поехала, поехала. Не бойся, не бойся. Так. Боишься, да? Я боюсь. Я боюсь сильнее. Все, я тебя выключил. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, этот выпуск был вам полезен. Многие истинные фанаты ДВС и классических мотоциклов не разделят, наверное, наших устремлений и то, что мы называем «выкинули лишнее». Но остальные любители электротранспорта ставим пальцы вверх, пишем комментарии и до новых встреч. Пока!